Что значит быть человеком? Это очень трудное занятие. Mielestäni meillä Suomessa Venäjää on totuttu pitämään maana, jossa on kylmää ja harmaata, jossa haisee, jossa on ylipäätään ihan hirvittävän kurjaa. Ihmiset jonottaa kaupoista leipää ja talvisaappaita, jossa eurolla saa kaiken ja ruplalla ei yhtään mitään. Voiko tämmöisessä maassa ihminen ylipäätään olla onnellinen? Счастье. Ну что ж счастье? Счастье – это когда у тебя все в порядке по жизни. То есть тебе, когда никто не мешает, и ты живешь совершенно нормально. Но если мешают, тогда ты вынужден поступать немножко по-другому. Это не ваша страна, это наша страна. И поэтому, еще раз говорю, счастье по нашим понятиям, по русским, как мне кажется, может, я ошибаюсь, черт его знает, это когда тебе, еще раз подчеркиваю, никто не мешает жить, а жить нам мешают все. Если настроение есть, он сейчас, настроения нет, все. Вот сегодня у меня настроения нет, я чему-то несчастлив вообще. Так что настроение всегда должно быть. Как говорится, то, что если настроение есть, даже счастье будет. Счастье – это наша жизнь. И самое главное, надо прожить так ее, чтобы было не стыдно и не смешно. Понятно? Näin suomalaisen tytön silmin venäläinen arki näyttää varsin dramaattiselta ja teatraaliselta, mutta onko se sitä? Siihen mä luulen, että osaa ainoastaan vastata yksi Venäjän tunnetuimmista teatteriohjaajista, Lev Dodin. Я думаю, что всякая страна для человека из другой страны всегда немножко представляет театр. Почему мы любим путешествовать? Потому что мы попадаем в зрелище. Итальянский темперамент, как они целуются, как размахивают руками, как жестикулируют. Зрелище. Для них это не театр, это для них абсолютно нормально. Также и для русских, я думаю, их жизнь достаточно нормальна, но всякая жизнь театральна. Я думаю, что если жизнь перестанет быть театральной, это будет печально, потому что она потеряет краски, действия. Что такое театр? Это человеческие характеры, проявление человеческих характеров, действия, краски, энергия, да? Взаимодействие, конфликты. Конечно, в России этого много. Теоретически русские все считают себя добрыми очень людьми. Понимаете, но, к сожалению, в обыденной жизни очень много жестокости, потому что, когда человеку трудно, когда его все время обижают, то он стремится обидеть. Поэтому ездили в метро. Конечно, там атмосфера не самая, так сказать, христианская. Конечно, если посмотреть на это со стороны, это вроде достаточно театрально. Хотя если посмотреть изнутри, это достаточно драматично. Hämmentävää, miten eri todellisuuteen sitä voi päätyä pelkästään matkustamalla junalla kaupungista N-kaupunkiin Y tai maan päältä maan alle, mistä löytyy mun mielestä yksi maailmankaikkeuden ihmeellisimmistä ammateista, nimittäin metromummon pesti. Можете ли вы немножко рассказать о своей работе здесь? Что вы здесь делаете? Ну, мы следим за работой эскалаторов и за пассажирами, как они перемещаются. Ко мне уже едут, мне надо сейчас меняться будет, уходить отсюда.
Да. Извините. Ну, что, по-вашему, значит счастье? Счастье, у каждого свое понятие, наверное, о счастье. Я думаю, чтобы каждому было хорошо, наверное. А чего вы боитесь в жизни? Да нет ничего, в принципе, что бояться, все в порядке. Лишь бы войны не было, наверное, чтобы все дружно были, жили, да и все люди. Как долго вы уже работали здесь? Я 10 лет. И всегда здесь? Да, на Восстание Маяковское, метро. Вы любите свои работы? Да. Почему? Мне нравится здесь. Все в порядке вроде бы так. Извините. Хорошо. Спасибо вам большое. Всего доброго, удачи вам всем. Я плохой собеседник. Мне стыдно, извините. Очень хороший. Девушка должна была сесть, а я туда должна была пойти. Очень классно. Вы там Да. помогли. Спасибо большое. Спасибо вам, извините, пожалуйста. Они ведь тоже очень разные, понимаете, русский человек в далекой северной деревне – это одно, русский человек в провинциальном городе – это во многом другое, русский человек в Петербурге – это третье, русский человек в Москве – это уже в чем-то четвертое. Эх, Москва, моя Москва, что же ты сделала со мною? Ну, скажите, Ежа, что такое счастье? Здрасте. Счастье. Это так. Такое Счастье? слово. Счастье, да. Счастье. Я никогда не могу это сказать. Никогда. Счастье. Ну как счастье и щи. Если бы я не знаю, что это такое, поэтому я не могу это слово сказать. Счастье – это когда взаимное уважение. Это счастье. Это когда светит солнце, это когда все у тебя хорошо, когда жизнь складывается отлично, и когда рядом с тобой есть люди, которые радуют тебя каждый день. Вот это счастье. Я хочу стать дантистом, зубным дантистом, открыть свою клинику в центре Москвы. Счастье, конечно, это не совсем, но хотя бы, чтобы была уверенность в том, что завтра будет лучше. Чтобы дети были счастливы. Ну, так все. Нет, это тебя спрашивают, что такое счастье? Ответь. Земля. Самое главное, чтобы душа была спокойна, и чтобы все ладилось, чтобы в семье ладилось, чтобы на работе ладилось, чтобы вот чтобы здесь было спокойно. Голубое небо. Но на самом деле счастье – это иллюзия. Не знаю, когда у тебя большая семья, много денег и все в порядке. На самом деле, по идее, в общем, счастье это то, к чему человек постоянно стремится. А если уж мы заговорили об Александре Сергеевиче Пушкине, он, с моей точки зрения, выдал абсолютную формулировку того, что такое счастье. Он сказал: на свете счастья нет, но есть покой и воля. Вот покой и воля, наверное, это практически синонимы счастья. Счастье – это жить в достатке, в мире и согласии. Вот самое главное счастье. Все, чтобы было хорошо. Самое главное для меня счастье, чтобы мои детки пошли по правильному пути. Самое главное. Все. Чтобы вот было побольше таких вот мам, которые у нас есть, и мамы, которые пьют за детками, плохо смотрят. Вот это вот волнует больше всего. А так, вот это вот счастье. Когда домой придешь, кушать сварено, мам дома, пап дома. Придешь, все тебя любят. Поешь, поспишь и опять уйдешь. Вот счастье.
Ну, счастье, когда полная семья, и отец, и мать, и вот в доме всегда это, ну, счастливо, хорошо. Чтобы мать с отцом хорошие были отношения, понимали друг друга. Когда не понимают, ссоры в семье. Это уже несчастливая семья, когда ссоры. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. Я хочу, чтобы было так. Чтобы я в старости, лет в 70, глядя там, не знаю, если будут дети, дай бог дети, посмотрел на все, что я сделал, и сказал, какой ты молодец, что ты это сделал, и ты это смог. Чтобы я в 70 лет себя почувствовал удовлетворенным полностью жизнью. Если я это почувствую, я почувствую, что я все, что мог сделать, я это сделал, тогда я пойму, что для меня мечты сбылись. Их очень много, я не могу выделять что-то одно. У меня очень много всего. То есть я надеюсь, что большинство я осуществлю, и я надеюсь, что я что-то сделаю. То есть вот так. Будем стараться. Я мечтаю жить у моря, в красивом доме, с большими окнами от пола до потолка, чтобы было все время тепло и не было зимы. Вот, я и моя семья там, все вместе. Ничего себе. Для меня, по крайней мере, было бы здорово, ну, во-первых, иметь семью, как и для любого нормального человека, и не испытывать никаких проблем с дальнейшим воспитанием, ну и все такое, понимаешь, как бы, чтобы не было никаких барьеров со стороны государства, чтобы все было хорошо. Для меня счастье, когда мои родные все здоровы, довольны жизнью, чтобы не болели, чтобы работа была. Хоть это работа и так должна быть, но это теперь вроде бы как счастье, что когда работа есть. Ну а что еще счастье? Чтоб муж поправился, у меня муж болеет. Вот я хочу. Для меня было бы это большое счастье. Внуков побольше хочу. Тоже счастье. И вообще я верю в то, что вот у кого каждая судьба какая. Вот боишься ты или не боишься, это все равно настигнет. Вот. Кому суждено умереть, так тот уже не будет жить, как говорят. Вот. Просто надо верить в хорошее и доброе, тогда будет все хорошо. Приносить, конечно, добро людям. Но самое главное, чтобы люди были милосердны, добры друг к другу. Потому что милосердие в основном и должно спасти вот это. У нас очень агрессивные люди. Вот смотрите, в автобусе мы едем, толкнули, ну сказали, простите, извините, и на этом конфликт. Но ведь цепная реакция. Каждый начинает говорить, несколько озлобленность. Нет того российского милосердия, которое существовало. Даже в царской России. Нужно относиться с любовью к людям. Ведь говорят, Бог – это любовь. Любовь к людям, любовь к жизни. И когда мне приходится выступать перед народом, я говорю так, что любите жизнь, любите и живите так, как вы живете в последний день. Наслаждайтесь жизнью. Любите солнце, природу. Вот так. Я оптимист. Владимир не так говорит. Как? Как я не говорю? Что, неправильно говорю? Правильно говорит. Так. Я только... Что? Ennen lomailtiin Mustalla merellä työpaikan kupongeilla. Nykyisin matkustavat ne, joilla on varaa ulkomaan passiin. Jäljelle jääneet täyttävät kaupunkien puistot ja jokien varret tai pakkaavat kassinsa heti kesän kynnyksellä matkatakseen Daatsoilleen. Mua kiinnostaa, miten lomaillaan entisen Terijoen, nykyisen Zelenagorskin rannalla. Очень хорошо отдыхаем. У нас прекрасный город здесь, Зеленогорск. И нам очень-очень здесь нравится.
Погода прекрасная. И вообще нам очень-очень здесь нравится. Отдыхать? Ну, я люблю на природе отдыхать, с собакой играть. Ну, вот в парке здесь гулять, на даче люблю. Просто развлечься, отдохнуть от городской жизни, грубо говоря. То есть, что мы и делаем? Мы отдыхаем, мы жарим шашлыки, пьем водку, нормально гуляем, отдыхаем. И будем гулять всю ночь. Отдыхаем? Прекрасно, мы Прекрасно, отдыхаем. когда дети дают возможность, внуки, мы отдыхаем. Вот приезжаем сюда и отдыхаем. Дышим воздухом морским и получаем удовольствие. Какая, по-вашему, хорошая жизнь? Какая жизнь, по-моему, хорошая? Да. Ну, когда не тратишь нервов. Конечно, как говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве. Знаете, русские так говорят. Вот. Но я так не думаю. Но, во всяком случае, то, что необходимо для человека, должно быть все-таки. Квартира, дом, семья, дети, здоровье самое главное. Вот. Ну, конечно, дача, машина, путешествия, кино, балет. Я очень люблю балет. Театр очень люблю. Но это без этого нельзя, конечно. Собаки, кошки, это обязательно должны быть. Ну, что вам значит, что у вас есть дача? А что это для меня значит? Да. Это значит, что я дышу хорошим воздухом. Вот для чего и человеку это надо? Для души. Да. Для души. Точно. А как говорит история и русская литература, что, как, может быть, это я так говорю, конечно, слишком громко, но тем не менее, русские же больше всего о душе говорят. Nämä varsinaiset joutilaisuuden mestarit, jos heitä vielä keskiluokkaistuvalla Venäjällä on, kuvattiin aikoinaan Ivan Gončarovin kirjassa Oblomov. Oblomov on yksi venäläisen prototyyppi, makaa kaiket päivät divaanillaan tekemättä yhtään mitään. Если говорить упрощенно, допустим, некоторая медлительность, нежелание сразу действовать, некоторая рефлексия, она всегда, в общем, бросается в глаза, и, в общем, она существует, примеров самой разной литературы. А другое дело, как к этому относиться, и что в этом довольно сложном обломовском характере ставить на первый план. Просто апатию и нежелание действовать, встать с своего замечательного дивана, перейти Неву для того, чтобы прийти к своей возлюбленной, или некоторая философичность, размышления над тем, в чем смысл моего существования вообще, или просто некоторая медлительность, которая, допустим, существует, некоторая ностальгия, которая связана, или инфантильность, которая также у Обломова есть, не случайно же он в детстве свое вспоминает. Все это, безусловно, свойственно, я думаю, характеру, который, опять-таки, условно можно назвать русским. Счастье быть русским. Ну, что вам значит быть русским? А что значит быть русским? А что значит быть финном? А что значит быть финном? Вот я не люблю такие вопросы, вы знаете. Не люблю. Мне кажется, что... Вот, может, я не прав. Мне кажется, что от этих вопросов совсем близко до очень плохого, понимаете? А что значит быть финном? Что значит быть человеком? Ну, какая разница? Ну, вот мы с вами разговариваем. Ну, какая разница? Ну, вот я еврей, русский, еврейского происхождения, там, да, или еврей, русский, не знаю, как правильно. Вы финка. Ну, что? Ненавижу этот вопрос. Понимаете? Ненавижу. Мне кажется, что зерна фашизма, в котором каждом из нас сидят. И мы боимся в этом признаться. Потому не уничтожим. Нам все время кажется, что от того, что мы финны, что-то в принципе меняется. Да, важна наша страна, потому что это наш социум, наша компания. Ну что такое быть артистом малого драматического? Ну это то же самое. Да, это вот наша компания, это наша театральная родина. Но если мы всерьез будем говорить, что такое быть артистом малого драматического, а что такое быть артистом Национального финского театра? Ну, комедия. Вообще это страшный круг рассуждений. Что значит быть американцем? Вот что значит быть хорошим человеком, я могу сказать. Что значит быть плохим человеком? И это абсолютно одинаково в Америке, во всех. Что значит быть образованным, что значит быть необразованным. Что значит быть культурным, что значит быть некультурным.
Что значит быть верующим и что значит быть неверующим. Во всех, причем, верах. И человек, который убивает во имя веры, любой неверующий человек, одинаково во всех верах. Потому что любой Бог не велит убивать. Это извращение. Любой верующий, который говорит, что другой верующий другого Бога не прав, неверующий. Так же, как тот неверующий. Воюет между собой неверующими людьми. Даже если они под знаком, под иконами идут и под зелеными знаменами Аллаха. Неверующие люди. Ибо нет Бога, который говорил бы, что не надо любить. Нет такого Бога. Любовь, ну, скорее всего, я думаю, что любовь – это… Есть любовь разная. Есть любовь к родным, а есть любовь, наверное, к девушке. К девушке любовь – это тот человек, ну, который тебе дорог, ради которого ты можешь пожертвовать всем в своей жизни. И это счастье сразу же. Любовь, когда весна, независимо от времени года, даже когда на улице зима. Любовь — это когда два человека вместе. Я расплылся в улыбке от улыбки какой-то незнакомой прохожей женщины. В очень красивое, солнечное, росистое утро. Вот. Это было так приятно, это было такое чувство. И такого я не испытывал больше никогда в жизни. Это был очень короткий миг. Поэтому что это такое? Это такое состояние души, такое очень высокое чувство, которое передать практически невозможно словами. Мне кажется, что гораздо важнее вопрос, что значит быть человеком? Это очень трудное занятие. И вот, собственно, как бы сказать, поэтому мы занимаемся театром, что, может, никто так всерьез, как литература, театр, не размышляет об этом. И то, что сегодня во всей мировой культуре, и в европейской, и в русской, определенный упадок литературы, культуры, театра, потому что людям кажется, что, решая некие социальные вопросы, некие политические вопросы, некие технологические вопросы, они облегчают жизнь человека. Ничего подобного. Жизнь человека облегчает совсем другие категории, которые неизменны и вечны. И вот как только мы забываем о них, как мы только думаем, что прогресс важнее человека, так становится страшно человеку. Точно так же, как когда кто-то думает, что регресс полезен человеку, или там, борьба с прогрессом полезна человеку. Человеку это совсем другое. Человеку важно найти в себе человечество. Человеку нужен покой, любовь, сострадание. Человеку трудно жить в любой ситуации, финской, русской. Вот с кем из финнов, у меня много финских друзей. Всем трудно жить. Я не знаю ни одного счастливого финна. То есть так как не знаю ни одного счастливого русского. Бывают минуты счастья, секунды даже. Да, а вот так, да, всех, кого-то унижают на работе, в семье. Кто-то унижает сам себя, проблемы с детьми. Нет, все одно. Вот этот круг проблем, мне кажется, вот это интересно, это важно. С русскими надо быть открытыми. Потому что проблема финнов, как мне кажется, что… Ну, просто знакомые есть. Да, просто живут знакомые в Финляндии, правда, испанцы. Вот. И как они говорят, что у финнов такая проблема есть — закрытость. То есть это люди, которые свои проблемы держат в себе, и поэтому у них какие-то проблемы возникают потом. Да, русские люди предпочитают делиться проблемой, русские люди, и она так рассасывается сразу проблема, получается такая общественная радость. Нет, а что касается подключить в общении, вообще вот в культурные, допустим, да, сообщества наших бывших собратьев, наших бывших
Да почему бывших? Почему бывших? Мы все люди, мы все человеки. Mä oon ruvennut täällä Venäjällä miettimään sellaista asiaa, että voisiko yksi syy siihen, että me suomalaiset vähän suhtaudutaan pelokkaasti venäläisiin, olla se, että täällä ei yksinkertaisesti voi olla samalla tavalla kuin Suomessa ollaan esimerkiksi busseissa, eli tuppisuina ja jöröinä. Täällä ihmiset vaatii suorastaan sitä, että koko ajan on pieni semmoinen elämän sinfonia käynnissä. Mä luulen, että jos Venäjästä haluaa todella päästä perille ja nauttia, niin kannattaa tulla tänne takki auki ja näyttää, minkälainen on kaikkine tunteineen ja kaikkine ihmisyyksineen. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Une parole encore. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais nos mots. Tämä on aivan älyttömän vakava varoitus. Varokaa matkustamalle. Передай, что ты сказала. Да? Varokaa matkustamasta Venäjälle, Дыхание должно быть, дыхание. Täällä on ihanaa. Через нос и выдох. А что вы думаете о России?